Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро расклад. Узнай будущее. Прогноз Таро на полгода, на первое полугодие 2025. Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите или на пороге каких новостей. Жизнь не бывает полностью предсказуема, поэтому будем милосерднее к самим себе. А полгода – это не такой уж и большой срок. По сути, это события ближайшего уже будущего и наши планы сегодня. И мы достанем с вами 6 карт. По одной карте на месяц. Будем рассматривать эти карты с позиции позитивной психологии, а помогать нам в этом будет колода добра, которую прорисовала великолепный художник и одновременно психолог, таролог Колет Барон Рид. Итак, как изменится ваша жизнь? Какие события произойдут в эти полгода? Переложите ваши намерения, планы, цели на ту энергетику карт, которая выпадет, которую мы с вами откроем. Я же вас хочу пригласить посмотреть на канале видео подобное, потому что это я в этом году так немножко запоздала. Были тоже планы сделать это все в декабре, но жизнь, опять же, не бывает полностью предсказуема, и мне пришлось немножко корректировать свою работу. И у меня есть видео подобное за 2023 год, есть за 2024, поэтому по прошествии уже дней вы можете посмотреть видео и посмотреть, узнать, насколько это откликается в вашей душе. Мы с вами идем вперед. Январь. Все же мы с вами достанем эту карту. Январь еще продолжается, пусть осталось не так много времени, но тем не менее энергии января, события ближайшего будущего, по сути. Февраль месяц и ваше будущее. Март и что с ним будет связано. Апрель. События в мае, энергетика мая. И июнь. 6 месяцев уже готовы, давайте будем смотреть. Если необходимо, мы достанем для прояснения карты из второй колоды. Вот очень интересное начало, карта Император. Для кого-то из вас это вы строите карьеру. Причем, замыслы ваши достаточно высокие. Или хотите вы осуществить что-то по-крупному. Для кого-то из вас эта карта может проиграться, что именно в январе какие-то согласования, высокие инстанции вы посещаете, или государственные учреждения, или узнаете, как закон работает в отношении вас. Вы можете посещать банки для того, чтобы или оплачивать, может быть, кредиты, гасить их, или рассчитаться по кредиту. Кто-то, наоборот, заинтересуется взять, может быть, или на бизнес, или кредит ипотечный. Здесь у каждого по-своему. Император, он в себя включает вот именно какие-то согласования с учетом закона, с учетом каких-то правил в той местности, где вы находитесь, и одновременно, когда мы все же можем изменить статус. Или есть такие планы по смене статуса. У кого-то эта смена статуса может быть и в личной жизни, тоже есть планы. Может быть и конкретно есть взаимодействие в личной жизни вот с такой персоной, как император. С одной стороны, это люди влиятельные или у которых в принципе, много что в жизни удалось совершить, которые прочно стоят на земле. На них можно, с одной стороны, положиться, но вот бывает одна незадача с характером, сложновато. Поэтому вот такой властный император у кого-то может проходить именно как личная история. И с этим императором вам нужно договориться, но может быть сложно. Но, безусловно, есть какой-то четкий план. По крайней мере, для большинства из вас. И когда выпадает аркан Император, нам карта сразу дает совет: не иди против закона. Или конкретно, не иди против системы иерархии. Тут есть какие-то моменты, у каждого свои, которые вы не можете изменить. Назовите это обстоятельствами или назовите это законом. Вот нам приходится что-то учитывать, это нам приходится быть гибче, чтобы либо достичь вот подобных высот, стать императором, или правильно провзаимодействовать с такими императорами. Давайте с вами откроем второй месяц, февраль, посмотрим, как развиваются события. Вы знаете, февраль месяц может поставить перед вами задачи выбора, потому что отшельник, с одной стороны, 9, это по нумерологии число перемен, пороговое значение между прошлым и будущим. И очень символично, что нам показывают дверь и, кстати, ключи. Все в вашей власти.
Я должна сказать, мои дорогие весы, вам никто не мешает в феврале. Я очень люблю именно за это эту карту, потому что очень часто в нашей жизни мы себе что-то запланируем, а тут как раз происходят некоторые события, которые все переворачивают с ног на голову. Вот как будто февраль может задаться очень продуктивным на ваши планы или развитие, может быть, вашего творчества, на какое-то изучение или подготовку документов. Такое тоже вполне может проиграться, но все зависит от вашего желания, захотите вы эту дверь открывать или нет. Потому что по аркану отшельник мы никуда не торопимся. Вам самим не хочется торопиться. Для кого-то из вас это в личной жизни может проиграться, как вы задумаетесь закончить свой сольный вариант или быть в паре. А кто-то может наоборот захотеть этого одиночества. Вот я это тоже предполагаю. Потому что по отшельнику это ведь мудрец. Ему с собой самим очень хорошо и комфортно. Может быть, это у кого-то проиграется, как удаленная, к примеру, работа и какой-то ваш очень важный проект, который вам должен принести и деньги, и, возможно, смену статуса. И тогда, я могу предположить, вы будете уделять максимум внимания для того, чтобы осуществить свое намерение. Но ключи, опять же, и дверь эту все же придется нам открыть, об этом говорит карта. И нет ничего невозможного. Ключ готов. Ну, может быть, подобрать только ключ остается. Какой из этих ключей подходит именно к этой двери, к замочной скважине? И мы вставляем в замочную скважину, и дверь уже открыта. Именно ваша либо нерешительность иногда проигрывается, или какая-то заинтересованность в другом деле, когда вы уделяете внимание чему-то другому. Но перемены неизбежны. Это старший аркан. Да, куда-то мы не торопимся. Где-то энергетика карты будет говорить о том, что и ты тоже не торопись. Дает такой совет. Давайте мы несколько раскроем на второй колоде. Мне нравится эта колода тем, что значения карт, пусть не во всех, но пересекаются с герметической колодой Таро. Это немножко отходит от классического восприятия Таро, но наиболее точно передает, что есть на самом деле. Итак, что же такое отшельник или вот эта закрытая дверь для вас? Прежде чем открывать эту дверь, вы должны сами с собой как будто договориться, нужно вам этим заниматься или нет. Будете вы продолжать какие-то отношения или нет? Насколько далеко вы готовы зайти в ваших отношениях или углубиться в изучение, к примеру, какого-то вопроса? Сколько сил вы готовы потратить на какое-то дело, обустройство какого-то дела? Насколько вы вообще видите далеко и продуктивно свое участие в каком-то вопросе? Но, безусловно, есть страстное желание чего-то достичь. Это присутствует. По рыцарю жезлов, вы знаете, тем не менее, да, вот вы в таких более спокойных энергиях, а вокруг вас, мои дорогие весы, может царить словно хаос. Много огненных энергий, две карты. И по рыцарю жезлов это сами по себе неожиданности, неожиданные новости. Может быть, вам придется в феврале действительно отправляться тоже в инстанции. Мы говорили об этом с вами на январь месяц. У кого-то эта тенденция продолжится, но лишь с той разницей, что добавятся какие-то новости. Правда, новости какие-то неожиданные могут прийти на ваш порог или какие-то неожиданные приглашения, предложения или новые варианты по тому или иному вопросу. Это будет неожиданно, но будет очень важно. Не застрять в каком-то пункте, в моменте, а именно сделать что-то быстро. Или прояснить, насколько правдива ситуация или новость, будем говорить. Или как метод действия, воздействия, взаимодействия с кем-либо для решения вопроса, здесь тоже лучше попробовать через практику. Карта подразумевает, что мы быстро собрались, подпоясались и куда-то отправились. Или отложили какие-то дела на потом, может быть, даже теми, которыми мы занимались или планировали заниматься. Но по рыцарю жезлов есть то, чему нужно уделить первостепенное внимание. Что это будет еще? И вот смотрите, у вас две принцессы, и это всегда обучение. И если принцесса жезлов больше о наших планах, намерениях, где-то может, кстати, говорить о необходимой остановке или замедлении, но это лишь для того, чтобы привести мысли где-то в порядок, или планы, я бы сказала, в порядок, что я буду осуществлять, что я буду продолжать, а что не буду. Так вот, наверное, ваши планы дополнится некоторыми новостями, возможностями, смотря кто что тут загадал и
кто что планирует. И вы с чем-то будете определяться, чтобы из нескольких направлений оставить одно. И может быть вот эта нерешительность по отшельнику, отшельник это у нас мудрец, и вы будете подходить очень мудро, спокойно. Но это, знаете, как организация собственной жизни на длительный период времени, последующий. Ну, может быть, это пороговое значение как раз в феврале по аркану отшельник, что перед тем, как открыть эту дверь, нужно действительно подумать, а стоит ее открывать или нет. Давайте посмотрим, что же нам как совет дадут карты. Наверное, дверь вам эту придется открывать. Или стоит ли чем-то заниматься, или стоит ли продолжать отношения, или стоит куда-то отправляться. Вот, скорее всего, могут быть предпосылки по рыцарю жезлов, как какие-то новости. Вы можете воспринять это как фейк, кстати. Почему, может быть, карта и говорит, доверяй, но проверяй, и, может быть, разузнай поточнее какую-то информацию или то или иное предложение. Да, вы с чем-то определитесь, но потом добавятся еще какие-то события. Я не исключаю, может быть, и непреодолимой силы. Или вы где-то можете просчитать, кстати, что я не хочу собой рисковать. И правда, к примеру, кто-то из вас совершит переезд или всерьез задумается об этом переезде. Или для кого-то сложится такая ситуация, что вам действительно придется быстро собраться, отправиться и куда-то переместиться. Потому что промедление, оно может быть для вас не в плюс, мои дорогие весы, правда. Принять какую-то реальность вам нужно совершенно по-новому. Не будет ничто по-старому. Иногда по карте башни, серьезный аркан, тут, правда, могут проходить те события, которых мы не планировали. И для кого-то из вас может проиграться так, что и вы тоже чего-то не планировали. Вы вообще никаких перемен не планировали. Значит, в феврале могут произойти те события, когда вам придется себя организовать на что-то. И вы, может быть, были как вот отшельник. Вроде бы ничто не угрожает, я сказала. Вроде бы все спокойно. Но какие-то есть уже серьезные предпосылки в феврале, когда, ну, все-таки не убережет нас какая-то башня, да, прообраз. Ведь первый прообраз этой карты это была тюрьма. С одной стороны, та тюрьма, которую мы не видели. Мы думали, что это крепость, вот это самая башня. Почему нет? Мы могли бы подержаться за эти стены, и нам казался незыблемым какой-то порядок. Или словно я отсижусь тут потихонечку, пока вокруг происходит не пойми что. Может быть, ну вот такая внутренняя позиция. И здесь, тем не менее, перемены врываются в вашу жизнь. С чем это может быть связано? Быстрым развитием событий, неожиданным развитием событий. С одной стороны, у вас есть очень хорошая возможность быстро как перестроиться, быстро себя на что-то организовать, быстро адаптироваться к какой-то ситуации. И это положительный момент. Предпосылки как будто к этому есть и будут. Я имею в виду не из нуля или из ниоткуда появляется вот эта башня. То есть нам уже рассказывают, что где-то вы могли и сами предвидеть развитие или ход событий. И тут действительно может подтвердиться, ну, как ваше какое-то сомнение, предположение. И поэтому не терять времени. И еще одна карта вас призывает откликаться на что-либо или проявлять активность. Но тем не менее, поясняющие карты нам конкретно говорят о неожиданных новостях, неожиданных событиях извне и о вашей скорости, что не теряй времени даром. Давайте мы откроем, что же там на март. Наверное, в зависимости от того, как вы проявите ну, какой-то рационализм или какие решения вы примете в феврале, так будет развиваться и события в марте. Потому что для кого-то иногда это аркан, и именно в этой колоде он прописан принять поражение. То есть, ну, есть какая-то, может быть, это касается вашей занятости или, может, как вы развиваете свое, допустим, хобби, монетизируете свое творчество или ремесло. Вы здесь можете несколько тоже перестраивать себя. Потому что есть одно направление, которое не может быть продолжено. Или, в принципе, в вашей жизни присутствует то, что не будет служить прогрессом. И поэтому больше энергии этой карты нам говорят. Ты вот как раз, возможно, поторопись в феврале, но будь более осмотрительным в марте.
Потому что в марте будет важно наблюдение. Здесь мы на чем-то не настаиваем. Могут быть, это, знаете, как какая-то передышка или какой-то затянувшийся период по тому или иному вопросу. Мы можем с этим столкнуться в марте, когда мы ждем, к примеру, чьего-либо решения, или когда мы сами вынуждены некоторые изменения внести в нашу жизнь, потому что что-то пробуксовывает. С чем может быть связано этот аркан повешенный? Правда, может быть какая-то пауза. Вы знаете, может быть период такой. Кстати, вот для кого-то из вас в феврале, теперь уже я вот по этой карте, эта карта называется «Отчаяние и жестокость». И правда, хоть мы и называем чаще в классических колодах девятку мечей как искаженное восприятие или карта ночного кошмара, то, чего нет на самом деле. Но часто эта карта и говорит как раз о наших отрицательных эмоциях. Почему? Потому что прежде с нами сложилась какая-то очень грустная либо история, либо ситуация. То есть сама ситуация– это не теперь, это было где-то в прошлом. Но и наше восприятие, оно тоже застряло в прошлом, мои дорогие. И тут для кого-то проиграется так, что вы можете быть нерешительными, потому что прежде у вас есть какой-то печальный опыт. И тогда, конечно, открыть глаза нас призывает карта и увидеть какие-то возможности, потому что мы сказали, тут идет фаза какой-то активности для вас, начиная с февраля. А может быть для кого-то из-за пережитых сложных моментов. Меня смотрят люди из разных стран. И у каждого, действительно, у кого-то более чем патовая ситуация. И тем не менее, мои дорогие весы, открыть глаза нужно, увидеть реальность таковой, какая есть. Это и будет где-то означать выход из какого-то либо лабиринта мыслей, может быть и так, или из какой-то запутанной ситуации, правда? Для кого-то из вас могла быть грустная история по части личной жизни. И, может быть, на кону есть уже совершенно новая история. И вы никому не верите, мои дорогие весы. Просто не верите, потому что был период отчаяния и жестокости. А здесь как раз по принцессе кубков для кого-то проиграются новые отношения. И мы не говорим по принцессе кубков, это не такая крупная карта, о доверии. Но тем не менее нам говорят, что приятные эмоции, мы смотрим на март, или хорошее настроение, или какой-то человек, который будет вас поддерживать. Не обязательно это лицо противоположного пола. Хотя очень часто по принцессе как раз и говорят о тех людях, которые откликаются в наш адрес. Но, может быть, это добрый друг, даже если или подруга, даже если это лицо противоположного пола. И карта нам дает совет: радуйся моменту или научись радоваться моменту, даже если у тебя что-то становится на паузу или что-то ты быстро не можешь решить. Не оглядывайся назад, не добавляй себе грустных эмоций, не вспоминай какую-то прежнюю разрушительную ситуацию на грани жестокости и отчаяния. Сейчас идут другие энергии. Но и с другой стороны, повремени где-то. У тебя уже была какая-то ошибка в жизни, поэтому аркан повешенный говорит: наблюдай, как откликнется человек или как будут развиваться ваши отношения. Здесь может быть действительно какое-то новое знакомство, но тогда по принцессе кубков мы еще не строим грандиозных планов. Хотя для кого-то именно новый человек, или, может быть, он и не новый, а именно дружба какая-то, которая продолжает развиваться. Это будет означать и где-то эмпатию или любовь, может быть, даже, да, но и материальный интерес тоже, потому что всегда в любой практически колоде, и в этой тоже не исключение, из кубка выглядывает рыбья голова. И это как раз материальные блага. Что же еще посоветуют карты? Богатство. Вот конкретно богатство, и это у нас девятка пентаклей, это карта самодостаточности, поэтому прекрасное время заработать деньги. Прекрасное время, ну, где-то пусть вдохновиться или в себя в самого, вдохнуть каких-то добрых положительных энергий, даже если что-то становится на паузу или не развивается в том ключе, фарватере, как вы бы этого хотели, мои дорогие. Но март месяц– прекрасная возможность заработать деньги, преувеличить свой доход, может быть, отчасти решить вопросы по недвижимости, имуществу, все то, что в конечном итоге мы можем свести к пониманию денег или
финансов. Для себя самого, может быть, изучить новую стратегию по части финансов или откуда к вам будут приходить деньги. Но, правда, материализм и себе не навредить. Вот, наверное, основная задача марта месяца, но и в то же время есть радость, есть что-то приятное в вашей жизни. И уж точно не оглядывайтесь назад. Здесь вам дается какой-то прежний опыт, сложный, для того, чтобы вы не повторили ошибку. Давайте посмотрим, что же у нас на апрель. Карта «Мир». И вот в апреле как будто с паузы этой или с какого-то тормоза, будем говорить, а, события продолжают развиваться. Условно, нет каких-то препятствий. Вы можете подвести шикарные итоги. Или если вы планировали в марте, в апреле вы, скорее всего, сможете завершить какой-то проект или получить какой-то итоговый результат, или прояснить какой-то вопрос. Но, вы знаете, мир, покой в вашей душе, баланс воцаряется. Поэтому будьте милосерднее к самим себе в марте. Вот я бы сказала так. Ну и где-то в феврале тоже. Вам никто не мешает, но вы сами себе можете где-то помешать, вспоминая все время какую-то прежнюю ситуацию. И даже если вам приходится быстро, ну, реорганизовать свою жизнь за период февраль и март, значит, это высшие силы пытаются вас увести таким образом от прошлого. Как будто, ну, такой своеобразный толчок волшебный вам дать для того, чтобы вы увидели жизнь вот как раз в новом ракурсе, потому что на кону исполнение ваших желаний. Или по карте «Мир», когда вы сумеете совершить переезд, как я уже сказала, найти, например, работу, которая будет связана с изучением, но даже не изучением, хотя я могу предположить, что кто-то будет как раз предварительно вот эти 2 месяца и изучать новые технологии, IT-технологии, цифровые, искусственный интеллект. По миру проходит все то, что связано с эфиром, пространством, интернет, поэтому где-то это может перекликаться, для кого-то это может быть публикации книг, электронных книг, аудиокниг, или когда вы будете о своем творчестве. Среди вас очень много творческих людей. Может быть, вы пишете картины. И тогда тоже именно посредством мира, интернет, эфира вы будете как-то заявлять о себе миру, о своем творчестве. Я так вижу, вот этот подготовительный, словно, период и своеобразный самоанализ, он как раз вас выравнивает в какой-то правильный фарватер, мои дорогие весы, и это происходит окончательно. Вы с чем-то определитесь и получите итоги, опять же, в апреле месяце. Или, как если кто-то из вас планирует, может быть, работу с путешествиями, командировками или, ну, глобальный какой-то переезд, значит, тут тоже вы можете изучать, конечно, только этот вопрос. Все же мы все разные. Какие документы необходимы, искать нужную информацию. Ну, а у кого-то эта информация как раз уже будет и долженствующая на самом деле, и уже часть, может быть, из этих оформлений вы сумеете совершить. Сам по себе прогресс, безусловно, по миру, потому что есть уже как приложенные усилия, так и итог. Мы его видим. Труда своего. Май месяц. Четверка земли. А вот теперь нам говорят, ты никуда не торопись и просто сохраняй. Деньги есть, деньги будут в мае месяце, но нам здесь не говорят, кстати, об каких-то крупных вложениях. Здесь просто то, что вот у вас получается осуществить к апрелю месяца, мы должны именно сохранить наш статус, сохранить наши отношения, может быть, больше на сохранение работы. Четверка – это всегда, и именно в этой колоде, это собственность и надежность. Поэтому, с одной стороны, неспешный месяц, может быть, и достаточно продуктивный по части финансов, но вы сами можете быть, кстати, как ваша энергетика меняется, вы будете более прижимистыми, мои дорогие весы. Но иногда, пусть не в этой колоде, в других, я называю эту карту картой жадины. Ну, значит, вот такие более энергии, расчетливые, продуманные, будут вами преобладать. И это не есть плохо, зато есть стабильность, якорь. Вот якорь будет у вас в мае. Что же будет в июне? Давайте откроем следующую карту. Ну, тут мне вообще нечего добавить. Да, действительно, вот даже вот эти 2 месяца, пусть для кого-то покажутся достаточно сложными, может быть, у кого-то даже и в январе. Вот надо договориться с человеком, а человек как император на своей волне. Ну, значит, вы найдете 1001 способ перевернуть ситуацию в вашу пользу.
Не сомневайтесь в себе. Вы можете сомневаться в своих силах, мои дорогие весы. Жизнь не бывает полностью предсказуемой, это не просто слова. И мы хоть с вами делаем прогнозы, но давайте будем реалистами. Мы все разные, и каждого судьба, она тоже разная. И поэтому кто-то из нас может столкнуться с событиями непреодолимой силы, но, значит, пространство Вселенной, своеобразный волшебный пендель, извините за сленг, дает вам, чтобы вы, правда, увидели новое направление. Или, наконец, вышли из какого-то отчаяния и какой-то в прошлом жестокости. Э, На кону что-то очень важное лично для вас. И 2025 год, я не про карты уже, а об астрологии, для вас открывает новые перспективы. И вот тут, как и по работе, как и по личной жизни, как и по вашим перемещениям, как буквально для переезда благоприятное время. Но это ведь не происходит само по себе. Что мы можем дождаться, если мы не действуем? Поэтому весь наш расклад, он больше нас направляет в сторону именно вашей активности, но активности правильной. С одной стороны, не повторить ошибки, но и где-то не сидеть на месте ровно, потому что тогда все равно будут изменения, но тогда мы свою судьбу отдаем на волю случая. У вас выпадает карта мага, и значит в июне вы можете себя как раз поблагодарить, что на что-то решились. Или начали какой-то новый проект, или вышли из одиночества, и больше контактов, больше как социум свой расширили. Возможности к вам могут приходить, кстати, с социумом. Вот этот момент тоже учтите. Но собой нельзя рисковать, чтобы не добавить каких-то качеств человеку, которыми он не обладает. Прозорливым и внимательным нужно быть. Может быть, поэтому нам девятка мечей говорит: смотри, не повтори какой-то прежний печальный опыт. Не строй перед собой где-то иллюзий, но и не держи глаза закрытыми. Не бойся, не цепеней от страха, буквально. Если ты сталкиваешься с такими жесткими и сложными эмоциями, как гнев, страх, боязнь, все равно нужно открыть глаза, мои дорогие, потому что тогда вы увидите жизнь совершенно в новом ракурсе. И для вас, как для мага, это важно. Для мага важно также мысли. Мысль материальна. Помните об этом. То, что мы думали вчера, мы получаем сегодня. И я уверена абсолютно, буквально в последующие 3-5 лет это будет доказано, что действительно это некоторая субстанция, и будут не просто гипотезы, а именно будут доказательства этому. Поэтому, если мы говорим о сегодняшнем дне, то мы формируем свое завтра. И поэтому карта мага. Не наколдуйте себе ненужными мыслями какого-то неправильного продолжения. Для вас это будет важно. Для вас нет ничего невозможного. Но научиться владеть собой, пожалуй, это первая задача. А так, что бы вы ни захотели, возможно, все. И я так думаю, через какой-то опыт вы как раз и приходите к этому магу. Потому что предыдущий месяц май нам говорят: все стабильно, ты никуда не торопишься. И вы увеличиваете свою силу, наращиваете ее. А в июне у вас могут быть какие-то очень важные перемены, причем которые вы будете инициировать сами. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.